Хиро Анода — имя, ставшее символом преданности, долгой и невероятной стойкости. Его история — это история человека, который провел 29 лет в джунглях Филиппин, продолжая сражаться во Второй мировой войне, даже когда она давно закончилась. Анода стал легендой, олицетворяющей силу духа и верность своим принципам, но его жизнь также вызывает вопросы о цене слепого следования приказам и границах человеческой выносливости. Хиро Анода родился 19 марта 1922 года в японской деревне Камикава. С ранних лет он воспитывался в духе самурайских традиций, где честь, долг и преданность считались высшими ценностями. В 1942 году, в разгар Второй мировой войны, Анода поступил на службу в японскую армию. Он прошел подготовку в школе армейской разведки, где его обучали методам ведения партизанской войны, диверсиям и выживанию в экстремальных условиях. В декабре 1944 года Анода был отправлен на филиппинский остров Лубанг с заданием организовать партизанское сопротивление в случае высадки американских войск. Его командир отдал ему четкий приказ: «Ни при каких обстоятельствах ты не должен сдаваться. Ты должен держаться до тех пор, пока я не вернусь за тобой». Эти слова стали для Аноды законом, которому он следовал до конца. В феврале 1945 года американские войска высадились на Лубанге, и японские силы были быстро разгромлены. Анода и трое его товарищей отступили в джунгли, где начали партизанскую войну. Они совершали нападения на местные деревни, уничтожали склады с продовольствием и вступали в стычки с филиппинскими солдатами и полицией. Для них война продолжалась. Однако в августе 1945 года Япония капитулировала, и Вторая мировая война официально завершилась. Но Анода и его товарищи не знали об этом. Они не доверяли листовкам, которые сбрасывали с самолетов, сообщавшие о конце войны. Они считали это вражеской пропагандой. Даже когда местные жители пытались убедить их, что война кончилась, Анода оставался непреклонным. Он верил, что его командир вернется за ним, и продолжал выполнять приказ. Жизнь в джунглях была крайне тяжелой. Анода и его товарищи питались тем, что могли найти – фруктами, корнями, иногда мясом украденного скота. Они строили укрытия из веток и листьев, прятались от поисковых отрядов и продолжали свои диверсии. За годы, проведенные в джунглях, они убили около 30 филиппинцев, считая их вражескими солдатами или шпионами. Со временем группа Аноды сократилась. В 1950 году первый солдат из его отряда сдался филиппинским властям, второй в 1954 году погиб в перестрелке. В 1972 году третий был убит в ходе очередной стычки. Анода остался один, но даже тогда он не сдавался. Он продолжал жить в джунглях, ведя войну, которая давно закончилась. В 1974 году японский студент-путешественник Норио Судзуки отправился на Лубанг в поисках Аноды. После нескольких дней поисков он нашел его. Судзуки попытался убедить Аноду, что война кончилась, но тот отказался верить без приказа своего командира. Тогда Судзуки вернулся в Японию и разыскал майора Танигути, который к тому времени уже был пожилым человеком. Танигути согласился поехать на Лубанг и лично отдать Аноде приказ о прекращении сопротивления. 10 марта 1974 года, спустя 29 лет после окончания войны, Хиро Анода вышел из джунглей и сдался филиппинским властям. Он был в своей старой военной форме с мечом и винтовкой, которая все еще была в рабочем состоянии. Филиппинское правительство, учитывая обстоятельства, помиловало его, и Анода вернулся в Японию, где его встретили как героя. Возвращение в Японию стало для Аноды шоком. Страна, которую он помнил, изменилась до неузнаваемости. Он с трудом адаптировался к новой жизни, но вскоре нашел свое место. Он написал мемуары, которые стали бестселлером, и основал школу выживания для молодежи. В 1975 году он переехал в Бразилию, где занялся сельским хозяйством, но позже вернулся в Японию. Хиро Анода умер 16 января 2014 года в возрасте 91 года. Его история до сих пор вызывает споры. Одни видят в нем героя, символ преданности и стойкости, другие критикуют его за слепое следование приказу, которое привело к гибели невинных людей. Но независимо от оценок, жизнь Аноды остается примером того, на что способен человеческий дух в самых экстремальных условиях. Хиро Анода доказал, что даже в одиночестве, вдали от цивилизации, человек может сохранять верность своим принципам.
Его история – это напоминание о силе воли, но также и предостережение о том, как далеко может зайти слепая преданность. Если вам понравилось, поддержите канал, подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание еще большего количества интересного и полезного контента. До новых встреч!